Всем привет, меня зовут Даша. На моем канале я живу в Швеции, занимаюсь покупкой одежды, перепродажей, ремонтом. Иногда кастомизирую что-нибудь, делаю оригинальным. Вот, например, вот этот вот свитерочек. В одном из моих видео я рассказывала, это Banana Republic. Так, состав у него стопроцентная итальянская экстра fine меринос, то есть это прям хорошо. Он был такой плотный, ну даже маловат. Он был маловат мне, и я его вот в этом видео, я его растягивала с перекисью, замачивала, тянула, чтобы он был больше. Ну, стал он вот таким вот, ну, в целом нормально. Но как только я его растянула, он высох, и у него здесь появились дырки. Вот так вот он выглядел сразу после стирки. Дырявый, короче, испорченный. То есть что-то я там переусердствовала. Вот. И, ну, жалко. Свитер хороший, качество хорошее. Banana Republic, бренд такой нормальный. Думаю, ну надо что-то сделать. Тем более, очень выгодно, когда у вас дырки, допустим, здесь. Хуже здесь, хуже, когда они где-то внизу. Ну, что вы там можете сделать? Ну, особо ничего. А когда здесь все, чпоньк, какую-нибудь аппликацию, и все прекрасно. Вот я нашла в интернете вот такую аппликацию в виде розы. Мне она понравилась, и она закрывала всю эту дырку, и как-то выглядела на черном свитере гармонично. Мне так казалось. Значит, обвела я все эти элементы цветочка, вырезала из бумаги. Взяла я для этого кожаные штаны, кожзам. У меня ребенок носил. Потом из кожзама вырезала каждый элемент цветочка без припусков на швы. Скрепила, чтобы не перепутать, кто какой есть. Дальше разложила все вырезанные лепестки на свитере, чтобы сохранить рисунок. Закрыла дырки. Под них я проложила еще клеевую сеточку такую, которую подворачивают брюки. Да? Ну, чтобы она зафиксировалась потом с изнаночной стороны, чтобы можно было прогладить, и чтобы как бы лучше фиксация была. И вручную обшила каждый элемент обметочным, не обметочным, ну, вот такой строчкой. Вручную. Ну, делать было нечего, перед телевизором сидела и делала. И вот так получилось. И вот такая розочка у меня получилась. Неплохо. С кожаными штанами. С кожаными штанами. И с кожаной юбкой. Ну, я уже не буду переодеваться. Но смысл вы поняли. Кожа будет смотреться прекрасно. И на ноги что-то замшевое, если одеть, вообще будет, как я люблю. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Дальше буду показывать, что я делаю иногда. Всем спасибо. Пока-пока.